Then let me sing the Varnamala. A A iti upur Papa Baba Ma Yara Lava Shaka Saha Papa Iti Kupur Lude Aiko Ampa Saka Gagama Chacha Radhana Dadana, dadana, papa, baba, ma, yara, lava, shaka, Итак, у нас через неделю начинается гимн в размере, который нам прежде в таком насыщенном виде не встречался. Те, кто ходит давно, а таких осталось 1 человек, уже встречались с размером упаджати. То есть у нас, значит, в отличие от гимна Ганеши, который был в стандартном размере шлока, гимн Шиве будет в размере упаджати. Для того, чтобы понять, что такое размер, необходимо видеть, распознавать чередование слогов. Но чередование не кратких и долгих букв, а именно, значит, метрических базовых единиц, которые называются лагху и гуру. Поэтому сегодня мы вряд ли доберемся до каких-то особенностей произношения, а будем готовиться к началу многомесячного курсу по гимну Шиве. Yes, Didi? I thought you'll again call me to sing Varnamala and we'll close the class. Okay, that's it. You are free now. Okay. Okay, fine. Okay, so let's begin. Chandas is prosody. It's a shastra. Okay, it's an ancient shastras, one of the Vedangas. То есть, если мы с вами, значит, обычно касаемся вопросов шикши произношения, то есть другой веданги, другого приложения к ведам, то сегодня мы вернемся к теме, которую мы давным-давно не обсуждали. Эту тему мы подробно разобрали на курсе азы санскритского произношения из 4 занятий. Этот курс доступен в записи и повторяться не будет. Сегодня в течение одного занятия, то, что мы там делали более развернуто, здесь мы коснемся вопросов чхандаса или метрики. То есть это другая, отдельная от произношения дисциплина. Yes, Didi? If Veda is compared to a person, all like Veda is like a man, then there are 6 limbs for him, okay, which are like very important for the study of Veda. Veda study is not complete without studying these limbs. То есть никто не может сказать, что он занимался ведами, если он не занимался этими 6 дисциплинами. Everything starts with letters, Varnamala, A, okay. So we'll start Chandas lesson also. I think this is a very basic class. What Marcus told me is like no background, right? These are all students with no background at all. As usually. Yes. So I want to keep it to very basics. I don't say I'll give you the whole thing about Chandas, but I will tell you the basic steps, how to approach and how to enjoy it without the whole technical knowledge. Okay. Yes?
Yes. Мы дадим несколько основных представлений о том, как устроен чхандас. Okay. So there are the basic letters are categorized into swaras. Okay. First category is swaras, vowels. There are long and short sounds. A, are the examples. Итак, у Okay. нас есть звуки с врожденными качествами. На санскрите гласные называются свара. Это от корня свара, звучать. Вот, русское слово звучать и звон родственно санскритскому термину свара. Одно из его значений – это гласные. И гласные бывают врожденные краткие, врожденные долгие, простые и дифтонги. Then Вот по одному I, примеру каждого. there are plain letters and diphthongs in that. So plain letters are only single sound. Diphthongs have two sounds. So can you read them, all of them out? Yes. So all the sounds except I, ow are plain. Okay. And I, ow have two sounds. It starts with A and we bend it a little, like it's like this kind of I, ow. Okay. So the starts with A and ending with U, То есть ow. в нормальных условиях во время произношения одного звука вы не можете куда-то сползать. То есть если вы в течение будете сползать, это будет ошибка. Должна быть прямая, ровная. А в случае АИ вы наоборот должны этого добиваться. То есть как будто бы тянете в сторону И. Как будто бы. So we can categorize them into three again swaras. A, I, U. Until here one block. R, L, second block. A, I, O, ow, third block. Okay. So why would you want to have it in these three blocks? Just for category, I mean, just to make it simple, because these are the ones which carry some they are vowels, they are pure vowels, but they have some consonant element. They have some similarity with the consonants. That's why I have put it in this block. I mean, you don't give them a title. That's why I try to No understand. title. They are the basic, these are the basic letters until here, the two blocks. These are the combination letters. So Combination. Marina is asking if there is an L dirgha. La dirgha is not there. It's not technically accepted. It's like refuted by Patanjali. So we don't take it. Значит, наш прадедушка отрекся от Л слоговой долгой, и мы следуем ему. Патанджали сказал, его нету, значит, его нет. Л слоговой долгой. Yes, Didi, let's move on. And we have aha, which are not vowels, but they're always supported by vowels. They cannot exist independently. They don't have any existence of their own, but they are always connected. So we say aha, anuswara, and the visarga. Their technical names. То есть чисто то есть ам и ах, анусвара и висарга не являются гласными, но не могут существовать без гласных, и поэтому они здесь тоже перечисляются. They are called ayogavahas. I mean, these two are called ayogavahas, and there are two more. Okay, it's not coming, so I wanted to show you this. Okay, so this is Всего есть 4 айогавахи, то есть отдельный подзаголовок для этих звуков. То есть, значит, когда висарга, значит, анусвара и висарга. Before you can explain them. Before ka, before pa, two visargas. Let's not discuss. Just I'll introduce. То есть у нас есть, если вы прежде верили, что висарга одна, то это не так. И если вы откроете первый урок Гимна, вы увидите, что есть еще две дополнительные разновидности висарги. В тех случаях, когда висарга встречается перед к и когда встречается перед п. И для этого есть отдельные обозначения в деванагри, которые Уша показала на доске. Okay. Then there are like vyanjanas or consonants. They are divided into 5 categories. Итак, Okay. термин
санскритский термин для согласных это вьянджана. Санскритский термин для гласных свара. Свара и вьянджана. We have like two categories out of them, varga letters, non-varga letters. То Varga есть у means нас есть, значит, буквы и звуки, которые встраиваются в варги или ряды, и есть вневарговые. non-varga are like 8 letters. Again, they are into two categories. То Okay. есть, в первом уроке Кочергиной мы проходим 5 варг. Значит, These во are called втором semi. уроке Кочергиной мы проходим вневарговые звуки. Yeah. These are called semi-vowels and these are pure vowels only. They are called like sibilants. And these vargas, the first 5 are named after the first letter of that varga, То of есть, that category. по первому звуку в каждой варге они носят название. То есть не бывает просто варга. Есть каварга, чаварга, таварга, да? То есть по первому звуку в ряду и получается название варг. И есть полугласные яралава, шаша, саха. Chhandas has much to do with these vowels more, but less with consonants. We don't have much to do. Основной упор в чхандасе на гласных, меньше на согласных. Except for we have the conjunct letters that when we have Единственное, где для нас значимо согласные, это скопление согласных. then consonant categories, varga prathama. See, all this I want to skip because we have not much to deal with that, except for bringing in some beauty into that. Okay. So they То are есть like мы можем разбить звуки с малым, как бы без придыхания, с придыханием, мягкие, значит, то есть есть разные способы категоризации. Мы сейчас, это не к чхандасу непосредственно отношения не имеет. Да. Это как бы остатки нашего курса из 12 занятий по чхандасу. У нас есть развернутый курс, где мы разбирали 24 стихотворных размера основных. Вот это огрызочек него. Lady, let's move on. yeah, so they are at the secondary level, but the primary you should always remember, always chandas depends upon the vowels only. Mostly how we categorize the different varieties, it's all more related to long, short sounds. Yes? What is the basis of chandas? Let us try to find some points. Okay. The first is rhythmicness, right? То есть что такое ритм? Кто мне скажет, что такое ритм? And metrical, something which is measurable. Okay. That is the basis of chandas first. Just a moment, Lady. Что такое ритм? Чередование, по-моему, гласных, слогов, согласных, гласных. Повтор. Ритм это повтор. Повтор чего-то. Вот. Не обязательно чередование. В нашем случае чхандас будет строиться на чередовании. Это правда. Основа чхандас это чередование. Но, значит, ритм это повтор. Вот. То есть мы будем наблюдать за какими-то повторами. So we have basically two attributes for that. When we say we can measure the sound, then what are the parameters for the measurement? There are two. First is length, second is weight. То есть, то есть если мы подходим квантитивно, а это совершенно квантитивное задание, чхандас, в нем нет ничего духовного, он совершенно измерябельный. Значит, у нас есть длительность и вес. Вот, значит, что касается длительности, вы можете посмотреть в группе «Напевный санскрит с Ушей Санкой». Я буквально вчера выложил, как выглядит замеры разных долгот санскритских звуков. То есть мы взяли программу и проанализировали осциллограмму, чтобы сопоставить длительность разных звуков. То есть это не просто слова о том, что это разные долготы. Это можно измерить в миллисекундах и показать вам, что это действительно так. Ездили? So length of the letter. First, let us see how the length works. Okay. This is an example I tried to prepare. I will try to say this. Firstly, na
when I say, I'll introduce this like with I cannot explain things. If I say you don't feel very beautiful. So I'll say na. So na is the representative of the short sound and na of the long sound. Для того, чтобы быть наглядным, мы прибегаем к чередованию не отдельно голой гласной, а мы берем эталонный слог на и на. И на этом примере мы можем показать все разнообразие индийских стихотворных размеров. То есть нам надо знать, в каком месте краткое, а в каком месте долгое. Вот этот рисунок, который задан, мы этим рисунком можем описать любой санскритский стихотворный размер. So sound, how it works. Let us see the magic of the long and short. If we vary it a little bit, how it varies. Okay, so I take 4 numbers for now. We can take less, we can take more, we can take 3, we can take 5. But for now, I take 4. Okay, and I try to repeat it. You can listen to this. Na, 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 na. Okay, so if we vary that, we have na, 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 na. Then, second variation. Na, 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 na. One long, three short. Вы понимаете, что сперва Уша читала первую, значит, строчку, потом первое слово во второй строчке, повторив дважды. Then the third one. Na, 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 na. So do you see the difference? Then fourth one. Na, 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 na. Then na, 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 na. So when we repeatedly say with that long and short, it is adding to some difference in the like appearance. Okay, when it comes to us, we see some variation is there. Okay, so chandas is about such kinds of variations. Вот эти чередования, это и есть плоть чхандаса. We can try some more. Just I have tried with like one short, one long. Here, if we try with 2 long, 2 short, like that. В упрощенном варианте была одна долгая, теперь уже по несколько долгих гласных. Na, 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 na. Then na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Like that. Okay, so different kinds of, you can just try these sounds. This is about length. Now Это we'll про длительность. Это чисто арифметическая задача. Здесь нету ничего, не знаю, музыкального. То есть вам надо выдержать одинаковые долготы, значит, долгое это 2 счета. Кратко 1 счет. Все. Okay, so now we will see the weight, how it works. Now what is weight? Let me tell you Что what is the... такое, значит, тяжесть слогов? So when we have a conjunct letter, after I'll explain it later, but now understand that there is some difference between na, na, or there is some difference between na, na and nanna. Na, na, nanna. So na, na is long short, but nanna is both short, but this letter having nanna, nanna. So you see some difference. It's not na, na. It's not plain. So that kind of, when you give a hold onto a letter, it is called the weight. Okay, it's heavy. Весы – это про перераспределение весов. Когда у нас встречается скопление согласных н, а, то мы первую н отдаем предшествующему открытому слогу, и он получается нан. Он был он был открытым, и он стал закрытым. Нан. Но мы это должны сделать таким способом,
Ну, в общем, это словами не передать. То есть мы должны мы и отрываем с одной стороны у того скопления согласных, но отрывая, мы все равно немножко оставляем там на. То есть получается, с точки зрения слогов, посмотрите, если мы, значит, сколько у нас тут акшар? Вот в случае вот этого первого примера, который Уша сейчас читала, сколько здесь акшар? Сколько здесь слогов? Кто скажет? Continue. No. Сколько здесь слогов? Ну, 4 слога, по-моему. 4. Второй слог здесь какой? На. Нна. То есть с точки зрения индийской письменности здесь неделимая единица нна, верно? Но она неделимая на письме, а на звучании она должна быть разделена. Секрет правильного санскритского мелодичного произношения в умении перераспределять скопление согласных. И если здесь она неделимая, она должна быть поделена при произношении. И вот это первое «н» скопление отходит к предшествующему слогу. Вот что важно запомнить. Yes, Didi? Okay. So we can see the variations here. I'll try to just read it and you can make it out. How the effect with na was, and here it's a difference. Nan na na na. So these three sounds I'm trying to tell. If you repeat it like I'm repeating this one. Пробуйте проговорить про себя. Nan na na. Then here na na. Didi, can you please repeat it slowly so they can try to repeat themselves? Okay, sure. So the first one. Повторяем за уши с выключенными микрофонами. Nan na na. Nan na na. Second one. Na na na. Okay, and same thing with long. We can try. Nan na 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 nan na 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 nan na 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 nan na nan na nan na nan na na nan nan na. So these kinds of combinations with the long, short, and heavy, light. Okay, we can bring in lot of variations, lot of combinations, wherein we can work with the poetic ideas from coming from the feeling, and the meaning is different, but coming out of the sound we will concentrate, because chhandas has everything to do with the sound as a physical feature, not То as a есть mental. нам все равно, что эти слова означают. Мы их членим и дробим на отдельные составляющие. И получается, ну то есть вот все эти слова состоят из слогов. И мы рассматриваем их как вереницу слогов, а не как части осмысленных слов. И внизу, соответственно, вы видите сочетание и долгот, и весомости. Вот. So the last one, Didi, you read it out, the last one? Yeah. I mean, Can you read it out once again, please, slowly? Yeah. The last one? Nan na na na, nan na na na, nan na na na, nan na na na, nan na na na. Okay. Nan na na na, nan na na na, nan na na na. Now we'll come to some basic terms of chandas. First one is, Master has told you already, Laghu, Guru. Okay, Laghu and Guru. We don't have long, short sounds in chandas. We have two terms only, like 0-1 system of the binary. We have only two terms, Laghu, Guru. Chandas lesson is finished.
Okay. Смотрите, значит, у нас сегодня удивительный день, потому что сегодня, вот, мы сейчас проходим основы бинарной системы чхандаса, то есть весь чхандас можно писать двумя значками, ноликом и единичкой. Вот все, что в этом занятии сегодня будет, можно писать двумя значками, ноликом и единичкой. Нолик – это ладху, единичка – это гуру. И сегодня в 8 вечера Владимир Ленченко будет рассказывать про кодирование в Древней Индии. Если есть возможность, послушайте. То есть он будет рассказывать, как в Индии зародилась математика и почему для нас это важно. И опирается она на эти два базовых термина. Ладху и гуру, на нолик единичку. То есть индийская математика вышла из чхандаса. То есть вот настолько эта дисциплина базовая. То есть все, что мы... Весь чхандас состоит из двух знаков. Нолик, единичка. Все. Урок завершен. Можно расходиться. Все остальное будет комментарий к нолику, единичке. Ездили? Okay. So out of what we have done with the long short, I will show you which was long, which was heavy, which was what. So out of this, we had three combinations in the previous one. The first is plain na. Okay. Then second is na, na, and na, na. I cannot say it without the vowel before. So na, na. Three elements are there. So let us see which one is guru and which one is laghu. So the first parameter is the laghu. We will define it by the short and the light letter. Okay, the short letter and the light letter is called laghu. Смотрите. So, значит, у нас есть врожденные качества звуков. Всегда будет долгое, а всегда будет краткое. Они такими родились. И такими они умрут. Это врожденные качества звуков. Это мы проходим в разделе шикша. А в веданге чхандас для нас, конечно, важно, кто какое врожденное качество имеет. Но ладху и гуру – это метрическая долгота. Это не долгота врожденная. Врожденная долгота может приводить к приобретенной долготе. Но тут есть как бы сложность, что врожденные долгие звуки всегда будут гуру, но врожденные легкие тоже могут становиться гуру в зависимости от окружения. То есть все врожденные, они и метрически долгие, но многие врожденные краткие будут становиться метрически долгими. Вот о чем чхандас. И получается первый он краткий, врожденный краткий, да? Это врожденный краткий. И, соответственно, он будет оставаться ладху, то есть метрически кратким, потому что нету отягощающих факторов. Ездили? And the long and heavy ones are called gurus, like this na and the heavy letters. Okay, but this is not heavy. I will tell you what is heavy just in a moment. These combinations. So when we combine them, as we have seen na 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 na. So whatever, like I took only 4. I told you there can be more. So all their combinations will make when it is a pattern in rhythm. Then it becomes the chhandas, like the beauty is coming out of that. Красота чхандасов в сочетании краткости, долготы, легкости и тяжести. И вот всевозможные сплетения этих чередований. Ездили? Yeah. So now next I will tell you what I promised for the Samyoga Purva Guru. Okay, the heavy letter before a Kaplenia Saglas. Okay,
So what is that? That is na is a conjunct letter. So the letter if it comes before it. So this is not the guru. This is not guru. This will make the letter prior as a guru. Okay, so that is the beauty of it. Here we should be careful. Right? If I say like nanna, then na is the guru, not na. But if we say na, then there is no conjunct letter next. If I say na, then this na is not guru. But if I say nanna, I'll show you the previous ones here. То есть, смотрите, если у нас будет просто подряд два слога на, то в каждом слоге есть гласное. И нету скопления согласных, следовательно. Нету скопления согласных, нету повода врожденному краткому становиться метрически долгим. So if we see here, this is the guru, this is not a guru. Because this is a double letter and it is before it. This is non-guru, this is guru because the next letter is conjunct. So То есть these, из-за скопления согласных в следующем слоге предшествующий слог становится тяжелым, то есть гуру. Как я уже говорил, мы открытый предшествующий слог делаем закрытым, отбирая умозрительно и произносительно согласную со следующего скопления. so here it is like, this is a guru, these two are lagus. This is a guru, this is a guru, this is a guru, this is a guru. Okay, because this is long, that's why it is a guru. Nanna. In that nanna is long. So То есть, it's видите, a сам слог «нна» не является гуру по причине просто того, что он «нна». То есть сам слог, где встречается скопление согласных, не становится тяжелым сам по себе, но из-за того, что он одновременно еще и долгий, то есть не просто «на», а «на», вот из-за этого потому что это звук с врожденной долготой, а все звуки с врожденной долготой автоматически становятся гуру. То есть вот в данном случае «на» он гуру не потому, что там две согласные подряд, а потому что там долгая гласная «а». in this case, everything is a guru. Na, all are gurus. Okay. А в последнем случае все слоги гуру, потому что они друг на друга перевешивают тяжесть. So this was the Samyoga Purva Guru. Then we are now going into the details of chandas. Okay. So one like line, if we define, you must have seen different kinds of padyas. Actually, I should have started from there, but I thought we'll go bottom up model. Okay. So the number of letters per line differs in each chandas. So chandas is defined on the basis of each line. Okay. There are different number of letters per line. And there are like gurus and lagus inside that. Okay. Naturally. Эдуард, гуру означает, что сам слог долгий, совершенно верно, но метрически долгий. Надо добавлять не просто долгий, а метрически долгий. Значит, и нам, значит, надо понимать, что, например, тот же размер шлока делится на 4 стопы. Стопы называются падами, и нам надо учиться считать количество слогов в каждой паде. Чтобы определить, какой перед нами чхандас, недостаточно посчитать общее количество слогов в стихе, а надо посчитать именно количество слогов в паде. Next, so there are like mostly universally I have seen there are 4 lines in the chandas. Okay, but still we will say 99% of times it is 4 lines per like. В подавляющем большинстве случаев стоп будут 4. То есть любой стихотворный отрезок будет делиться на 4 части. So
we will call it a padya, a 4-lined verse which has each line defined by like comprising of the gurus and lagus in a particular pattern. Such 4 lines together is called a padya. Okay. Значит, и у нас есть термин, когда встречаются 4 пады с строго заданным рисунком чередования и с заданным количеством слогов. Вот такая вот четверица из пад называется падья. Диди, one moment. Да. Значит, в гуру нужно аду удлинять. Нет, в гуру ничего удлинять не надо, Марина. Просто сам гуру может образоваться в результате удлинения Это разные причинно-следственные связи. Мы удлиняем не потому, что гуру, а он в том случае стал гуру, потому что там долгое. Это не одно и то же. Вопрос Эдуарда. А если там и долгое согласное, и скопление согласных одновременно, то что? А если там? То что? В смысле, Эдуард, я не понимаю вопроса. У нас может быть несколько, гуру, может быть, гуру одновременно, он не может быть двойным гуру, просто может быть 2 фактора, почему он стал гуру, то есть в смысле, нам достаточно одного. Нет, не бывает еще длиннее, точнее так, бывает 3-я длина, это плута, но это в ведийском языке не по этой причине, нет. В рамках чхандаса классического санскрита нет, он не становится еще длиннее. Yes, Didi? Yeah. So this is from the dhatu pada gatau. Okay. So that is dhatu, which means to go. This is where the chandas idea lies. So when we name something in Sanskrit, it is very apt to the meaning. Pada, padyate is the dhatu, so it's the form. So padya, that which goes, that which can walk, that which has a movement. So how is the movement coming out? From the combinations of these different sounds. The sound moves. То есть, значит, здесь дан традиционный способ определения терминов. Приводится цитата из дхатупадхи, то есть из перечня глагольных корней. У нас есть корень пад, идти. Значит, то есть сперва задается сам термин, пад, это сам корень глагольный, а потом дается его значение. Гатау – это идти. То есть корень пад означает идти. То есть падья – это то, что движется. Подвижное. We have each line as pada. So we said there are 4 lines per verse. Each line is called pada. That's a leg. Okay. It also means leg. It also means 1 line of the padya verse. То есть смотрите, слово пада в санскрите очень много значений имеет. Для чхандаса это, значит, стопа. И оно и буквально означает нога. То есть сам термин пада означает нога. В стихотворной русской традиции это называется стопа. Стихотворная стопа. То есть падья состоит из 4 стоп. Pattern basedness is the basis of the whole chandas. There is a pattern, as I told you. Different combinations of the lagus and gurus, the sounds, the length and all the beauty, all the consonant sounds, whatever. There is a pattern which is repeating. The repeatingness is the beauty. Okay. То есть мы рассмотрим несколько рисунков чередования. Вот эти рисунки чередования – это как вышивание крестиком. Задается схемка, и мы схемку, значит, гоним. Вот. И
И у нас тоже тут будут схемки. Их ограниченное количество. Then we have a combination of the guru and the laghu, like syllables in 4 lines. So this whole kind of this 4 lines is called vritta, and like the number of letters will be the same, but the pattern will be changing. Like for example, we have 11 letters for each line, but maybe the guru laghu order or the pattern might vary from each. So based on that, there can be different combinations. Each one is called a vritta. У нас может быть 11 слогов, но мы можем их заполнить по-разному. И, соответственно, в зависимости от того, какой рисунок ритмический будет, будут разные врытта. Вот все эти размеры, которые мы будем проходить, относятся к классу врытта. Есть размеры и не врытта, это сложные размеры, и мы заниматься не будем. Мы находимся в разделе чхандаса, связанном с размерами врытта, то есть с стандартными размерами. So, what is the utility? Okay, then we can make different combinations. We can make long, short, heavy, light, and all this. What is the outcome of that? So we can sing it. It becomes singable. There are the variations which make the music happen. It is like you can put some music into it. Like I said, na 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 na. So music can come with this. Okay. So it Когда becomes. у нас есть ритм, мы можем накладывать на это мелодию, и получается музыка. So the beat also comes up. So because of the rhythm, there is a beat. Okay. Like beat, we will come back to that because we need bigger lines for discovering the beat. Okay. So what is the outcome of this? When we hear to the music, we feel happy, isn't it? We can sing without chandas also. There are many songs which don't follow any pattern. Just there is a singing. Oh, I, we can make any length sounds, we can make any words. Мы можем What? взять произвольные долготы, и получится песня, но не будет чхандаса. То есть не всякая песня опирается на врытта. So you can ask Aksana, who has learned like different chandas ones, okay, different tunes, the same chandas, different tunes. You can ask her, you must have heard her performance. Okay, so how it looks when you hear to that. The same line you can sing in different melodies, and that music, when a music element is added, it becomes even more happy, like happiness. And what is based on chandas? When you compose music, it is very, very like systematic and shastric. Rather than an open lines, open non-chandas, non-prosody things. If you compose, it takes more like, it's more non-shastric. So when we say padyam, when we say kavitvam, when we say poetry, in the ancient meaning, it's mostly the chandas based. Never open things like we have today. These days we have prose, but olden days there was no prose. Если мы говорим про поэзию, то есть кавья, то она не может не опираться на чхандас. Так было в древности. Значит, Алексей, Didi, so if we have na in the beginning of the line, what does it become? No, it can't be. It is not possible. No, it is there. Inna is there. Yes, yes. It becomes like, if it is long, it will be guru. If it will be short, it will be lapu. That's all. То есть просто, ну, если это будет, ну, если будет нна, то она будет гуру, а если будет нна, просто краткое гласное, то она станется кратким. То есть она, ей не за счет чего становиться долгой. В смысле, метрически долгой. So now, we'll see the next matra. There is something called matra. Okay, this is a second, One moment. Значит, если кто-то, кто успевает отслеживать то, о чем я говорю, мы говорим быстро и насыщенно. Если кто-то, кто понимает, или кто-то, кто точно не понимает. В принципе, понятно. Понятно, записываем. Угу. Еще кому-нибудь понятно, кроме Валентины и Ани? Более-менее. Да, Вы мне знаете, понятно. Да, понятно, да.
Да. То есть, если есть хотя бы кто-то, кто понял, то, в принципе, я буду считать, что совсем мути я не нагоняю. Хорошо. А скажите, можно вот вопрос быстрый? Получается, ладху и гуру постоянно чередуются, да? Постоянно. И за счет чередования получается чхандас. Не бывает так, что подряд просто лаку, 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 лаку. Так не бывает. Все, хорошо, поняла. Okay. Да, конечно, те, кто присутствует, могут смотреть это в записи, то есть в смысле, разумеется, да. Просто вот Мила пишет, значит, понимаю, но быстро для меня. Мила, а вы можете явиться, в смысле, в том плане, что я прежде не припомню, чтобы у нас были участники с такими именами. То есть просто вы впервые это слушаете вообще, чтобы это не было такое? Угу. Ну, как бы имейте в виду, что участники, которые здесь сидят, они уже практиковались, то есть большинство из них уже опытные рецитаторы, то есть поэтому тут, ну, проще, чем это, я уже не умею. Это самый минимум. Yes, Didi, let's move on. Yes, Didi. Yes. So now we will see some more basic concepts of chandas. One of them is matra. Okay. So we have rasva, dirgha, pluta, and half consonant. We have four things in the whole letters, all varnamala, all the letters. Okay, we have the four concepts related to vowels. I said chandas is all about vowels. So if we see the vowels, then the first three are vowels and the fourth one is the consonant. I'll tell you. Rasva, short, dirgha, long, pluta, three places. Okay, half consonant is half place. I'll tell you how. Okay. У нас есть понятие матра. По-русски это будет мера. И эта мера измеряется краткими, врожденными краткими храсва, врожденными долгими диргха. Собственно, русское слово долгий это однокорневое с санскритским диргха. И протяжные плута. Протяжные плута. И значит, и половинки полусогласные, да, полусогласные, то есть половинки. Вот. Не то, не сё. Есть здесь? Yes. So the first concept is Hrasva or the light letter will be one matra. So matra is we are measuring, we are giving it so many grams, so many liters, so many meters. Like that, matra is a measure of the sound. We say eka matra. So what is eka matra? One matra. That is Hrasva, which is short. Like we say a, e. Out of that, a, e are short. Okay. A, E are long. When we say long, it is exact double of the short one. So one matra, two matras. So a. So when I say a, it is a. So two sounds. That is dirgha. Okay. And guru will also have two matras value. So it's the value. It's not the length in the case of guru. In the case of the guru, that is the Samyoga Purva Guru. In that case, Marcis, I'm telling more. I think you'll not be able to translate. Is it Yes. okay? Yes? Sure. Yes. I'll stop. You can continue and then I'll explain this point later. Yes. Shall I continue? Yeah, so much fun. I was just going on saying. Okay, I'll tell again. So when we say two matras, it is of dirgha. Okay, dirgha and a guru is two matras. Okay. When I say hrasva, It cannot be okay. So two matras. Is it always plus dirgha plus guru, or is it guru because of dirgha? I'm not sure they understand these three units. How matra, dirgha, and guru interact. oh no, matra and see like hrasva is an attribute, dirgha is an attribute. Guru is another attribute, lagu. So this is first set hrasva dirgha, second set guru lagu,
third set is matra. We are trying to quantify. Now I say so many liters, so many meters like that. When it is hrasva and light, it is one matra. When it is dirgha and guru, it is two matras. So I'm trying to weigh, measure it. Смотрите, у нас есть качество звука. Качество звука бывает храсва, а бывает легкий звук. Значит, он может быть храсва, он одновременно и легкий, и краткий. Это будет... И теперь мы должны их измерить. И, значит, в наших измерительных приборах это будет равно одной матре. Одной измерительной единицы. Значит, краткость и долгота – это свойства наших звуков. Легкость и тяжесть – тоже свойства наших звуков. Didi, in this way you represent, it's hard for me to understand how to tell. I mean, Didi, okay, so one matra, does it mean that a hrasva will always be light and a light will always be hrasva? No. At the Samyoga Purva Guru, it is coming differently. That's why. But in this case, this is not an this is not a good way of presentation. In that case, then we have to have. First, understand. See, Samyoga Purva Guru will come later. When it's Guru, it's two matras. That's all. It has nothing to do with hrasva or dirgha. If it's a Guru, it's two matras. That's all. If it's a hrasva, and when it is before the conjunctive, it becomes a Guru. So that is the only I mean, place. it's not a plus then, Didi. It's like a comma. Hrasva, comma, light. Oh, I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Yeah, plus is different. I'm sorry. Otherwise, you get the feeling that you have to understand what yeah. I mean? I understand. Now I see what your point is. I'll just right now I'll change it. Okay? Right now I'll change it. I'm sorry. Yeah. Да, то есть как бы с плюсом получалась ерунда. То есть это не требует, чтобы получить одну матру, не надо плюсовать краткость и легкость. Одна матра получится, когда у звука две характеристики. Значит, разные характеристики, они не суммируются. Легкость и краткость. Это не единственная схема, как можно получить одну матру. И две матры – это не единственная схема, чтобы было дирха и гуру. Это не единственная. Это одна из комбинаций. Когда у нас звук имеет свойство дирха долгое и гуру тяжелое, тяжесть. Yes, Didi? Yes. So the third is three matras, pluta. We have nothing to do with this much. So we have only two matras basically, the first and second. And there is something called half matra. Okay, so half matra is half consonant. I say half consonant. Actually, it's a consonant. But in Sanskrit, we have the writing system wherein the consonant has the vowel inside. So I have to say half consonant. So I have to make it half to sound it like the. Так как базовая единица в древнеиндийском языке это слог акшара, то когда мы хотим сказать согласное, то есть полуслог, Уша вынуждена сказать полусогласное. И имея в виду, что мы у слога оторвали гласную А, и осталась одинокая согласная. И это полуматра. То есть у нас 4 единицы измерения. Матра, 2 матры, 3 матры, полуматра. Okay. So these are the two things that will be like, I told you about the 4 levels of matras, half, 1, 2, 3. But we have worked with only 1 and 2. That's all. Other 2 things we don't take care. Okay. Then there is a shloka. Okay, I would love to present it to you. एकमात्रो भवेद् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयः व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्. Как вы понимаете, значит, дефиниции стихотворных размеров тоже даются в стихах. Yes, Didi? Yes.
No, because Mars has asked me to present something on upajati that we are going to do. I'll try to give you. There are a lot of things backgroundly which I need to tell you, but I will directly give you the meter. Okay. Mark, should we do it now or later after this at the end? After what? There is something more I want to give them. Like I have taken one 6-lettered and I wanted to show how it works. Vritta Yeah, we working. can go for the 6-lettered one. Yeah, we'll see this variety, and after this we'll discuss upachar. Yes. Okay. So experiencing Chandan. So I believe in a knowledge which is always backed by our own self-experience. Unless we understand, I mean, for us to understand it, we have to experience it. Okay, so this is my small way of giving you the experience. Okay, let us see how it works. There is a chandas. Each chandas is based on the number of letters per line. So I said there are 4 lines. So per line, how many letters are there? If, for example, 6 letters are there, that chandas is named as Gayatri, but the vrittas will be different. Within that 6 letters, there will be different combinations. Okay. Yeah, let's go. Okay. So these combinations I am trying to present to you. So different vrittas under Gayatri. Let us see. So the chandas name is Gayatri. Gayatri means 6-lettered chandas and each vritta. Now the vritta's name is Somarani. So how does Somarani sound? I will То есть на present. примере стихотворного размера Гayatri Уша покажет, насколько разным бывает наполнение. One moment. There are issues. Vadashri Vilolam, not Vadshri Vilolam. 1 minute. Really sorry for that. Okay, so yeah. So Somarani goes like this. Asadvartayalam Vadashri Vilolam Sadaivartapalam Muda Mukti Moolam. In this, like, so make it half. Like Asadvartayalam first. Vadashri Vilolam second. Sadaivartapalam third. Muda Mukti Moolam. These So are the it's 4 6. Correct. Yes. То есть, so the name of the chandas is Somarani. Yes. То Like есть у Ushara. нас, смотрите, у нас есть жанр 6-слоговых стихотворных размеров. Это Гayatri. То есть это не конкретный стихотворный размер, а жанр. И в этом жанре первая возможная комбинация чередования лагху и гуру называется самарани. И мы берем по 6 слогов 4 раза. То есть вы должны уметь считать до 6. Отсчитывайте. Возьмите, значит, и посчитайте, чтобы у вас получилось 4 раза по 6. Can you Yes. read out then once again it's pada-wise? Okay. Without any tune, I'll try to read if I can get. If you can. Yeah, yes. Asadvartayalam Badashri Vilolam Sadaivartapalam Mudamukti Moolam. I'll try to put it into Nanana style. Okay. Nanana 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 Nanana. Okay, it's like that. So if you see Asadvarta, so Asadva, so Sa becomes a guru. So Asadvarta, Nanana or Nananana, we can say. So this is what I was talking about. Okay. Okay, let's move on. Yeah. Next is Tanumadhya. Right. Chetassaraputam Dhatrismaratatam Nandapriyapotam Tam Sadgunajatam Tanananana Tanananana
Na 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 na. Na 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 na. Chetas saraputam. Like that. If you see here, asadvartayalam. Asadvartayalam. Here, chetas saraputam. Tararararara. Like that. The difference. Подойди ко мне, пожалуйста. Иди, посиди со мной чуть 15 минут Okay. на кроватке. Послушай. Easy as okay. So next is Kamala. So this is Tanumadhya. Okay. Tanumadhya is the name of that vritta. So next Kamatilaka. Let us see how it is. Shrisha Jayataste Hamsavarayukte Mamaka Hridabje Charu Charanabje. So Shrisha Jayataste. I'll try to read it plainly. Shrisha Jayataste Hamsavarayukte Mamaka Hridabje Charu Charanabje. Okay. I'll try to compare the three first. Asadvartayalam Chetasaraputam Shrisha Jayataste. So do you hear the little? It's very subtle. Okay, if you say repeatedly only, you can hear it. If I say just one bit, you cannot hear the difference. Okay, but this is how the difference of the long and short works. Anna, I'm in class, Anna. I'll call you a little bit later. Class, I'm in the class. Okay, yeah. Okay, so next. So this is the third one. Now we'll see the fourth one. Fourth one is called Shashivadana. So we have a total of 6, yes? Yeah. 6 examples of more. Gayatris, right? Yeah, there is one more. I didn't take it, okay, because I could not have it То есть beat myself. всего есть 7 возможностей Гаятри, и нам будут представлены 6, то есть еще 3. Okay. Marahara sevyam, murahara sangyam, kimapi maho naha kalayati modam. Smarahara sevyam, murahara sangyam, kimapi maho naha kalayati modam. So, it's another different one. It's called Shashivadana. Next is Ragvini. Tvatpade bhrajate manmano bringavatvam chano manase srinidhe hamsavattara It's getting wild. Yeah, of course. It's beautiful. When I'm into chandas, you can't stop me, okay? It's like, I enjoy it a lot. I want the students to enjoy too, but it's too, like, they are very new, right? So they cannot make... У Уши есть кнопка вкл, но нету кнопки выкл, когда дело касается чхандаса. Then, Tattajadipadam, Dhyatam Shishapadam, Dadhyanasvapadam, Sarvabhishtapadam. Next one is Dattajadipadam, Dhyatam Shishapadam, Dadhyanasvapadam, Sarvabhishtapadam. So this is how it is. So because of the tune, I cannot give it to them. I can't read it plainly. Let me try again. Okay. Значит, видите, Уши сложно прочитать по-крестьянски, по-простому, без мелодии. Скажу так, что эти 6 размеров, из них реально хоть как-то часто встречается один. Остальные это уже редкие штуки. То есть они не входят в базовый набор рецитатора, который мы проходили и который доступен у нас в записи. Вот эти размеры, вот вы слышите впервые, да, и не услышите больше. I just read it again, okay, just slowly. Smarahara sevyam, murahara samyam, kimapi maho naha kalayati modam. Tvatpade bhrajate manmano bringavat, tvam chano manase srinidhe hamsavat. Dattajadipadam, Dhyatam Shishapadam, Dadhyanah Swapadam, Sarvabhishtapadam. So can you make please ask them. I'm really sorry.
if I was not. Понимаете ли вы разницу между разными этими размерами? Чувствуете ли вы ее? Или только делаете вид, что понимаете? Ну, слышно же ведь все. Ну, Мы разница. кому-то, чувствуем. может быть, не слышно. So they say they feel the difference, did he? Thank God. Okay, then. Nice, nice. Thank you. Fine. So this is about like one chandas, different vrittas. So we might have 7 letters per pada, 8 letters per pada, 9, 10, 11, until 26, until their chandas В was одной паде, а у нас их 4, может быть до 26 букв. Вы понимаете, как нужно дыхание, значит, взять, чтобы не оплошать? Когда тут с 6-размерными буквами, в смысле размеры, с 6-буквенными размерами уже не просто. Итак, наш размер, значит, 2 февраля 25 года мы начинаем гимн Шиве. Его не было 4 года, и он начнется в усложненном размере, и все, что было сегодня сказано, будет полезно постепенно потом осмыслять, когда будем проходить гимн Шиве, на который я вас приглашаю. Он начнется через неделю. Итак, размер там будет не шлока, а упаджати. Его сегодня мы еще не проходили. Just give me one moment. Yeah, sure. I didn't prepare. Есть ли какой-то вопрос? Короткий. So now we'll see the Значит, Ardhanari. наш гимн, да, там был, в общем, наш гимн будет Архана Ришвараштакам. Это будет наш гимн, который мы будем проходить, начиная с следующей недели. Вот. So it's Ardha Narishwara, not Ardhana and Rishwara, but Ardha Nari Арха это Ishwara. половинка, поэтому, значит, я добавил ненужного слога туда, да. So let me read that first. Yes. Ambodharashyamalakuntalayai tatit prabhatambrajatadharaya Nireshwarayai Nikhileshwaraya Namah Shivayai cha Namah Shivaya. Let me read it in the Nana. Nana. Nanna, nana, no, one minute. Bodhara. So this is upajati, right? So it's a combination. That's why. Bodhara shyamala tana nanna nanana nanana tana nanana nanana tananna nanana nanana. So it's going like, now you can see the long and short. So don't be like carried away by the different sounds. Just concentrate on what is long, short, long, short. I mean, Для нас важно чередование кратких и долгих. Как они конкретно реализованы, какими звуками, для нас не столь важно. Okay. So this verse belongs to Upajati. Let us see what is Upajati. Okay. So Upajati has the definition, like it has a different definition, like Anantarodi Rita Lakshma Bhaja Upado. Okay. So Upajati means a combination of two. То есть упаджати это смешанный размер. Okay. So the scheme of Ganas, it is varying and let me see. Это помесь размера Индраваджра и Упендраваджра. So one is like Jata, Ja, Ga, Ga. И у нас есть 14 разновидностей размера упаджати. Then the another is like the Bha, I think Bha, the Bha, Ja, Ga, Ga, I think Bha, Nasa, no. Raja, Bha. Can we try to draw the scheme? Yeah, Sa, Ta, Sa, Ta, yeah. So the scheme is a little different because
Indra Vajra and Upendra Vajra combination. So, like Upendra Vajra is I mean, just based on like our a- Artha Ashtakam. one minute. Yeah. We can do that. One moment. Can you maybe color it Yeah. or whatever? So it's Jata Jagaga and this is Tajagaga. Okay. Jagaga. Pushte girim savyakarena dhritva. Okay, I'm sorry. Yeah, what's your question? I mean, could we I mean, they have heard that there are lakhus and gurus. Could you show them maybe coloring? I don't know, some. I didn't prepare that. No, we can do time. it right now. I mean, we can do Okay, it. we can do it right now. We can Fine. do it. We have time. So, ho, if you see there is Maybe in ho. transliteration it will be easier. Okay, fine. So, ho. So I have to make a. First, I should be educated in IIST. Okay, so which letters will make it? Pink was Guru and green was Lagu, I think, in our. So this is also a Guru. Okay, and then sorry, here until here. So we will take the vowel. We will take the vowel also inside. Okay. So this is one letter. Dha is like I'll take the green which I like. Okay. Yeah. So dha. Ra is also green. Mark, it's Green means what? Mark, I will make another page because Okay, do whatever you want. Just explain what you do. When you say you like green, it's great, but you have to explain why it's green at all. Okay. Give me a moment. Сейчас будет пояснение. Не бойтесь. Я с вами. Bho, dha, ra, shya, ma, la, un. So I'll make it your way. Okay. Un, ta. Okay. La, yai, ta, tit, tra, bha, tam, ra, ja, ta, dha, ra, ya. Ни, риш, То есть, видите, я. мы дробим все это осмысленное произведение на слоги. И нам все равно на данном этапе к каким словам эти слоги относятся. Didi, can you remove the right side of the slide? Means the click to add the text and make this one longer. It means, can you click on the right? No. Yes. Can you click and delete it? Yes. And drag this. Yes. Okay, I'll make it a little bigger as well. Okay. Okay, so I can make it a little. Okay. So Nirishwarayai Ni Shi Le Shwaraya. So what I'm trying to do is I'm trying to make the syllables apart. So syllables are based on the vowel inside them. Okay. Yes. So Namah Shiva. Unless we can make the syllables differently, we cannot make out how many number of letters are there. So those letters are not Roman letters. They are Devanagari letters. So this is like one letter in Devanagari. This is one letter in Devanagari. And when I'm putting the dash, I'm very consciously putting it. I don't want this fellow to join this one because especially at this point, I didn't do it because it's a short letter, but this is a conjunct. Mbha is a conjunct. So this conjunct letter makes this short letter into a guru. That's why. То есть изначально краткое А из-за такого жирного соседа сама становится жирной и становится гуру. Из-за скопления согласных в мбхо. So can you color them now then? And Yes, explain yes. what you color and why? Yeah. So this is a
guru because it's before the conjunct letter. This is a guru because it has a long syllable O. То есть, смотрите, второй слог, он гуру не потому, что в нем есть скопление согласных, а потому, что в нем есть долгий от рождения О. А первый А, он долгий, потому что сосед у него жирный. То есть разные причины ожирения. Okay, now what happens to this? So the pink one is the guru, green one is the lagu. Розовый слоник это гуру, зеленый тощий осел это лагху. Легкий. Итак, So розовый гуру, зеленый лагху. someone can tell me if this is a guru or lagu. Кто может сказать, ку будет каким? Только не Оксана. Гуру или лагху? Гуру. 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 За счет Yes. чего? Так. Это ритм. Из-за скопления согласных следующего слога. Верно? Да. Didi, let's go and ask questions. Let it be interactive. Yes. Okay, It okay, seems yeah. that you understand it, Didi. Let us see if they understand it. Of course, I didn't want to test them because they might feel No, bad it's if a they good idea. It's a good See, idea not to test. But I'll tell you something. See, if we test them, then if they cannot say, then they'll feel bad. Unless we test them, we No, will not. Didi, please let us test them now. We have the time. We can. Don't Okay. feel bad. Don't feel bad. I don't Итак, want ла. Это что? Гуру. Почему? Почему? Долгое А. Потому что Долгое А врожденная, она дирха, она врожденная долгая, автоматом гуру, да. Яй какая? Гуру. Почему? Ай долгое всегда. Она ай врожденная долгая, да. Там был вопрос по поводу О. Почему над О не ставится палочка? Это Над исторически. О и не ставится, потому что в стране объявлен режим экономии палочек. А так вообще могла бы стоять и палочка над О и Но так как они всегда долгие, то мы не ставим палочки. Во имя экономии палочек в стране. Итак, та какая? Гуру. Лагу. Лаг. Гуру и лагху. Так вы определитесь, давайте. Кто, значит, за лагху? Я за лагху. Я за лагу. Так, кто хочет гуру? Я хочу Уже гуру. Так, и имя того, кто хочет гуру. Антон. Антон, зачем хочешь гуру? Ну там вроде следующий слог начинается на согласную. И что? Скопление согласных и начинается на согласную. Это не одно и то же. Да, ясно. Там одинокая согласная. И там нечего отщеплять. Отщеплять можно только скопление, а одинокую мы не делим. Поэтому та, она лагу. Итак, дальше. Тит будет какая? гуру. Почему? Потому что пра за ней идет еще. Так, Юлю больше не спрашиваем, слишком умная. Значит, так, Я другие выключаю. значит, тогда. Значит, выключаем Юлю. Значит, да, гуру. Дальше, пра. Легкая, Гуру. краткая. Но почему только Аня говорит, а остальные без голоса? Ну, здесь же написано, все буковки короткие, значит, все они будут краткие. Только Но бха. не обязательно, будут. надо еще соседа проверять. Ну, да. Но в этом смысле на-на-на-на. Итак, пра будет какая? Лагху. Лагу. Лакху, пра лакху, Диди. Okay, no, pra is lagua. Okay, tit is guru. Pra is lagu. Okay. Yeah. Какая будет бха? Гуру. Почему? Долгая. Долгая. Из-за долготы ас, верно. Какая будет та? Гуру. Гуру. Мра какая? Лагху. Почему Лагу. лакху? И скопление гласных. Короткий звук. Скопление согласных это не повод для гуру. Скопление согласных это повод для гуру соседа. Вы понимаете? Можно принцип? вопрос? Да. Почему у нас бха получилось гуру?
Почему бха-гуру? Да, Екатерина, гласная А, она какая? длинная, длительная. Все дирха автоматом становятся гуру. То есть она с рождения уже Она с гуру. рождения дирха, но в этом конкретном случае стала гуру. То есть, ну, как сказать, она Ну, всегда нет, будет становиться гуру, вот, но как ну, бы, долгие всегда То будут. есть, если в слоге длительная гласная, значит, она гуру. да. Ага, понятно. Спасибо. Марцис Все Юрьевич, вот элементарно. вопрос. Да. А почему мы так вот поделили слоги? Это не так, как будет произноситься, правильно? Не так, как будет произноситься. Потому что Окей. произносится не то, что пишется. То есть там будет не а-мбхо, а будет произноситься ам-бхо. Совершенно верно. Окей, понял. То есть вы должны понимать разницу между акшарами, системой письма, и правилами произношения. Это не одно и то же. Ну, просто я это понял вначале, а теперь смотрю, деление это другое. Вот и у меня непонимание по этому поводу. Почему мы так поделили сейчас? Теперь понятно? Мы делим, как бы опираясь на письменность Деванагари. Окей. Марцис Юрьевич, Да, вторая строчка та тит пра, да. не ти пра должно быть. Вопрос в чем? Я не понимаю. Слог тит Так, второй и слог, пра. второй строчки. Что Да, вы хотите от тут него? не должно. Я бы хотела получить ти пра. Я не Или это понимаю. как? Т Надежда, что вы относится ко хотите? второму слогу. Но т в тит, последняя тит, она не должна относиться к третьему слогу. Я понял вопрос. Я тоже так думаю. Значит, Didi, so in the second line, the tit, they ask why the second T is part of the second akshara and not the third one. Yeah, it should be like this actually. Да, там ошибка. Yeah. Because I wanted to show, at least at one place, why it В какой-то момент просто Уша хотела показать, так сказать, разные аспекты этого деления и не обратила на это внимания. То есть, в смысле, она хотела показать наглядно, как оно по-разному может быть записано. technically, just technically what happens, why it becomes a guru. So I just wanted to show it. То есть, скажем так, это надо было показать в конкретный момент, а потом надо было перенести. А глаз алмаз, Надежда. So you can check if I'm putting it right or wrong. And one right or wrong. Проверяйте за ушей, она где-то ошиблась. So you will make one mistake at least, I hope? Yeah, I want to really. Yeah. Значит, проверяйте за ушей, она где-то споткнулась. Shall I make mistake? Yes, do make mistakes. Okay. It's the The only... only place where we can go wrong is, I'll tell you, the Sanyoga Purva Guru. That is the only place where we go wrong. Okay, here there are no Sanyoga Purva Gurus in this line. So we need not go wrong. Okay, at these places, at such places, it's difficult. Tit, pra, and then kunta at this point. And yeah, tamra is okay. Ta is like long already, so no problem at all. Okay, and Russia. So ra here I already went wrong, isn't it? It should be guru. Shya is a like guru. Sorry, conjunct letter. So ra should become Russia. So Russia. So you didn't even need to specially make a mistake. Yeah, I already made it. Wow, wonderful. В первой строчке уже была ошибка, вы даже не заметили. Okay, so talking and making is like that's what it always is. Like I wasn't prepared for this. If I prepare it, I can do it. It's a task for everyone. Yeah, sure. Somebody who can do it like very into it and they can do justice to it with the first go. So there still is a mistake in this? Please see, you yourself check. Итак, проверяйте.
А Проверяем. вот в меня- последней строчке мах, вот это вот, она гуру должна быть. Почему? Вот висарга, она делает слог Висарга, гуру или нет? so what does Visarga and Anusvara do, Didi, in the chandas? That's what I said. If you want that systematically, I can't do it right now. It will be like Chandat's lessons. You just wanted an introduction. I Да, can't go into Висарга и Анусвара делает гуру. That's why I didn't want to do this. They will get It's confused. good. Don't argue with me. No. I'll say because students will think Usha is not teaching Don't everything. argue with This is me. not. Because that is what I was stopping you. If they cannot do it, they'll feel bad because they need more knowledge to do this. I didn't give it to them. So by logic, I cannot You ask gave them. enough. Так, почему в первой строчке ра гуру из-за последующего сибилянта? Нет, не из-за сибилянта, а из-за скопления согласных. В шья идут подряд две согласные, щ и е. То есть не из-за качества согласного, а из-за того, что два согласных подряд. Качество согласного не играет никакой роли. Играет роль только качество гласного. А с согласными только количество играет роль, а не качество. Итак, неужели здесь нет ошибки в разметке уши? Или вы устали и перестали видеть? Вот слог «ни» в третьей строчке. «И» же длительное. А, нет, не длительное. Нет. Не принимается, Екатерина. Нет. Вот она. Yeah. So you're waiting? I'm waiting for them to find the mistake. Oh, Итак, мы отсюда не выйдем, пока вы не найдете ошибку. Это будет последнее, чем мы сегодня будем заниматься, если вы не найдете ошибку. А она точно есть? Может, Диди все исправил? Точно или нет, я вам не могу сказать. Ваша задача найти ошибку. Так если ее нет, очень трудно искать черную Если кошку. ее нету, то надо сказать, что ошибки нету, но нужен какой-то итог. То есть единственное место, где можно ошибиться, это перед скоплением согласных. В других местах у вас даже вопроса не может возникать. Автоматом. Ну, вроде бы все, которые скопления. Я не вижу. Didi, Anna and Yulia don't see a mistake any longer. thank you. So I passed the exam. Уша прошла экзамен. Первое слово теперь исправлено. Нету, значит, ошибок. Нету. Ну, слава богу. И все длинные, и все скопления. Потела? Ну да, пришлось с мозгами поработать. Значит, не богиня. Согласно Налю, да? Не, нам до богинь далеко. Над землей мы не летаем, потеем, Моргаем. цветы вянут. Моргаем. So I asked if Yulia had some sweat after trying to find something that is not there. So we read the Nalo Pakyana today morning before the class, and we had that place where Nala had sweat on him, and he was not flying in the air as the Devas was. So I said, so if she's sweating, means she's not a Devi. So if she had to sweat in this Chandas exam, then she's not a Devi, because we know how a Devi should be as per Nalo Pakyana. Well. Okay. We will become slowly. we are with Devavani, so Devavani will make us Devis and Devas. Okay, very soon. Значит, один из эпитетов для санскрита — это Девавани. Если вы посмотрите на обложку, значит, Хрестоматии Лихушиной,
то когда-то Уша предложила название для нее Девавани. Виласа. Девавани – это значит божественный язык. Вот. И Уша говорит, изучение божественного языка приведет к вашей внутренней деви. Соответственно, пока потеете, значит, пока вы потеете от этих заданий, соответственно, еще мы не готовы. Вот. Девавани Виласа – это санскритское наименование Христоматии Натальи Павловны. А вот можно вопрос? Да. Вот ритм и эти слоги, они соотносятся как-то вот с ритмом, ну, грубо говоря, музыкальным, там, 1 счет, 2 счета. И, например, там гуру это Ну, 1 счет, 2 счета соотносятся с матрами. с матрами, а гуру нет. То есть они, грубо говоря, одинаково произносят. Ну, гуру это строительный материал для матр, поэтому тоже соотносится, только не напрямую, а опосредованно. А вот как-то можно этот пример какой-то привести, вот именно потому что Уша делает на колокольчиках вот это вот. Я пришлю вам визуализации, значит, сопоставление древнегреческих стихотворных размеров и древнеиндийских, и вы увидите, как бы из каких кубиков это состоит. Возможно, поможет. Есть такая визуализация, я ее выкладывал уже в чате напевного санскрита. Могу продублировать. Она очень наглядна. Спасибо. То есть это исключительно математические задачки. Но это все равно время. То есть каждый слог, гуру или лаку, это время, да, и, соответственно, он должен произноситься по времени четко и, соответственно, складываться в ритм, который звучат, может быть, там барабан или что-то там еще. Какая разница, чем мы их заполняем, да, как бы, да. То есть тут тоже научиться надо вот именно это делать. Сперва нужно научиться ритмике. Именно поэтому я и говорю, что нужно прослушать. Вы уже первое занятие с Миланой и второе прослушали? Все 3, да. Все 3. Стало чуть легче или никак? Стало чуть легче, но хотелось бы, наверное, еще что-то посмотреть, потому что не совсем я могу разбивать. Но это отдельные, как бы, понимаете, это уже не чхандас, это уже музыка. Это уже еще одна дисциплина, это уже не виданга. В рамках чхандаса нам это не важно. Это уже еще уровнем выше. То есть надо пройти ритмические упражнения. Ну да, вот именно не хватает этих самых ритмических, то есть совместить. Этим мы не занимаемся. Уже, вот этим занимается, в частности, Милана Северская, и мы этим заниматься не будем. Didi, can you please take the spoon? Yes. And make it spoon-wise. We have this. Yes, please. What should we do? Whatever. Alexei wants to understand how do we live with these gurus lakus? How do we live with this 1 matra, 2 matras? So can you make it without voice, maybe only clapping? No, I can't. Because it's difficult for them at this point of time. We have to give them a lot of details before they can go to that level of experience. Just for him, please be the ones with that. I told you, I stopped you at upajati. I said I will not present upajati. This will come. This is going to happen. I knew it. Okay? No, this is not the place for them. They'll get more confused. It's a more systematic. Если Уша сейчас сдаст колокольчик, она окончательно запутает, поэтому она против. Рано. Время еще не настало. So I showed in Gayatri where it was very evident. So until that he can be happy. Алексей, значит, Гayatri, вот те 6 размеров, которые были даны, и созерцайте их. So I told you this, all this, like with that you can enjoy like how the beat is changing at that point. I told you with some kind of this. Okay, so with that you can, but it is not very evident. You could see the difference itself is my victory. Okay, at this point of time. But you need more knowledge to explore all that, to enjoy that and all. It took for me also a long time, believe me. It didn't happen in one day, in one go. When I did it in the first level, it didn't happen. When I wanted to teach it, when I was undergoing a lot of experiences to how to tell the students, then I had that experience myself. Okay, Пока Уша не начала преподавать, все равно ничего не понимала в этом.
Is there something else that you want to tell? Welcome, welcome to the course. Итак, я уверен, что наши старички, то есть те, кто уже ходили на что-то прежде, придут к нам вновь. В этом я не сомневаюсь. Если кто-то из тех, кто никогда прежде ни с чем таким не сталкивался, и кто, прослушав, проникся, присутствует ли хотя бы один такой человек? Наверное, это я. Угу. Хорошо. Да, я Тогда будем тоже считать, что это не зря. В смысле, что все, Я что мы тоже сегодня хотел бы, говорим. да. Значит, Катя, Валентин и кто третий, я не рассмотрел. Олег. Олег. Катя, значит, Олег и Валентин. Хорошо. So there are at least 3 people, Didi. Да, и я еще. И еще один Олег. So Да. there are 4 people whom we have... Nice. В каком-то проникся, понял? Или нет? Дано было невозможно. Проникнуться тем, как это, чтобы, значит, примкнуть к той группе, которая стартует через неделю. Да, конечно, здорово. Проникся тоже. Да. Как Ну, минимум, очень полезно. У нас 2 стадии. Проникся и не пошел, и проникся и пошел. Поэтому наша задача, значит, довести по второй линии. Что, Катя? Как минимум, очень здорово Ушу слушать и ее речь живую. Даже если ничего не понимаешь, да? Не, ну я понимаю, но и слушать это отдельный плюс еще. Согласен. Оксана, что скажешь? Вот ты прослушала, что-нибудь новое для себя, может быть, тоже поняла? Ну, я всегда люблю лекции Уши слушать. Для меня всегда все что-то открывается, новые какие-то грани, повторение старого, новые Ну, скажи, грани. она же никогда не давала, значит, гаятри, разновидности гаятри, она прежде не Да, давала. да, на примере, да, это было интересно. Дидидхани Вадаха. It's very interesting. So the Gayatri was beautiful today. I mean, you have never showed it before. We took the 14 lettered in the before Yeah, Chandra but not all these varieties you did today. Actually, I was searching for some book, then I found it. Suddenly, they were all in one place. I just Just opened for this presentation? Yes, before this, I was It's just really good. It was really good. I missed it before. Thank you. I did it myself this time. I also enjoyed it. Like I wanted to define how chandas is. What is chandas in English? I wanted to define. I checked Apte, I checked several places. Nobody is giving. Sampadananda Mishra is also not giving it. So I Right. found this and in that even now I didn't find a good definition. Right. But I found this, so it was. I'll share the book with you. У нас были такие занятия, которые назывались скороговорки на санскрите. Это тоже было здорово. У нас много что было за эти годы. У нас был курс по аланкарам, то есть по украшениям в индийской поэзии, по метрике развернутый курс, краткий курс по метрике. То есть если что-то из этого вам интересно, ну, например, вам по воскресеньям в 10 утра неудобно, кроме как в записи вариантов у вас нету. Потому что частным образом Уша занимается только с теми, кто прошел базовые занятия в групповом исполнении. Да? То есть частные занятия недоступны для тех, кто азы не освоили в группе. Для тех, кто совсем не могут в воскресенье, есть еще одно тайное время в субботу, но это для тех, кто совсем не может в воскресенье. Ну, и повторите про курсы, про 2 февраля, что стартует наш курс по Шиве. Вот, ждем всех желающих, кто только начинает рецитировать, и те, кто уже Сколько у рецитировал. нас там получается, значит, шлок, Оксан? 9. 9 шлок. Так, Да. получается, это у нас жанр аштака, да, то есть это восьмерица. Но так как эти строчки у нас длинные, то мы Очень. скорее очень длинные, то есть занятия будут дольше, чем обычные из-за длины размера, то мы, скорее всего, возьмем какое-нибудь, не знаю, разогревательное занятие, и потом в конце у нас будет, значит, зачет, на котором будут воспевания имен Ганеши и воспевание имен Шивы. То есть у нас будет начало, конец и другой конец. То есть, в общем, у нас будет такое, по-моему, мы это оформили в обертку из
12 занятий, то есть самих шлок у нас 9, а занятий якобы у нас будет 12. А по-моему, даже мы как 14 считали. В общем, если что пересчитаем, в общем, у нас будет 12 занятий. Те, кто платит сразу за все 3 блока, платят меньше. Те, кто платит поблочно, платят полную оплату. У нас куратор доступен по ссылке, которую я сейчас вам дам. Куратор у нас Иван. Чтобы его найти, можно воспользоваться вот такой ссылкой. Есть ли вопросы? Или все предельно понятно? То есть, если вы, значит, решились и не знаете, как найти, вот, в рамках общества ревнителей санскрита, вы сможете найти меня, Марцеса Гасунса, Ивана, Марину. Ну, Оксану вряд ли сможете найти. Она у нас спрячется. Вот. Ну, да. Нет, Оксану можно найти, если знать, где ее искать. Да. Вопросов нету? Я скажу так, я каждый раз понимаю еще что-то. Вот как Оксана. Ну да, новой грани там и по-новому смотришь, потому что какой-то путь уже пройден, опыт У есть. нас есть руководство по расставлению слогов лагху и гуру. И вообще у нас есть папка «Новобранец». Оксана, прошу рассказать про нашу папку «Новобранец». Почему к нам нужно примкнуть? А, Да, Помимо когда, того, что мы красивые, мы еще и умные. естественно, кто бы сомневался. Значит, когда вступаете только, да, в курс, я каждый раз перед началом курса скидываю ссылку на папку «Новобранец». Что это такое? Там находятся такие базовые материалы, с которыми нужно ознакомиться отдельно. Например, это алфавит, визуальный, напевный, Визуализация алфавита. Раз. визуализация алфавита, напевный с мелодией, который Уша вот сегодня пропела. Есть, как Марк Юрьевич выражается, деревенский. Это просто произношение алфавита. Зачем это надо? Потому что, когда вы начинаете занятие, это как, не знаю, Наш объединение, код. как, да, Синхронизация. синхронизация, да. То есть вы должны в этот момент повторять, что в начале, что в конце. Дальше у нас там есть... Надо мне, кстати, перепроверить, там все ли действительно Значит, у или нас нет. По-моему, лежит файл ссылки с ошибками. с ошибками, да. Распространенные ошибки в русском исполнении санскрита. То есть, какие ошибки совершают русскоговорящие. Да? Дальше наглядная, скажем, наглядная картинка формирования вообще звуков, где у вас происходит. Да? У вас 5 мест, где вот эти все согласные у вас воспроизводятся. И гласные тоже образуются. Да. Да-да-да, образование, там церебрализация, как туда язык заворачивать. То есть все вот эти местечки, они показаны именно наглядным способом. Вот. Может быть, что-то еще, но я сейчас уже не упомню. Вот То есть какие-то такие смысл в том, базовые что вещи. понятное дело, что помимо самого гимна, который мы будем проходить, надо много что знать, но это много что вы будете осваивать постепенно. Сперва я вас брошу в океан, а потом вы будете оттуда выплывать. Постепенно я расскажу, как плавать тогда, значит, вот. Постепенно. Как, из чего состоит наше занятие, Оксана? Как оно устроено? Наше занятие состоит из 2 частей. Значит, первая часть – это домашнее задание, которое вы сдаете сами. От начала до конца пропеваете непосредственно шлоку, которую вы всю неделю дрессировали, всю неделю вы учили. Вторая часть – это разбор новой шлоки, которую Уша вам передает, и передает маленькими частями, в зависимости от вашей подготовки. Бывает такое, что она по паде передает, а бывает такое, что она прям, ну, половинку прям пада передает. То есть вы повторяете непосредственно тот кусочек, который она пропела 2 раза. Вот, и так, ну, естественно, комментарии от них есть. То, что она посчитает нужным, она вам скажет. Если вы, допустим, только-только к нам примкнули, пожалуйста, не расстраивайтесь, не бойтесь и не нервничайте, потому что первоначально, естественно, у многих ошибки типичные, вот, и первоначально Диди, она
вас не будет слишком нервировать. То есть какие-то самые первые, будет работать над вашими самыми первыми какими-то ошибками. И потом будем дальше также углубляться. Вот. Естественно, когда вы хотите, когда вы показываете свою готовность, у нас есть также волшебные слова на санскрите, но это будет, естественно, сказано на курсе. Какие-то тонкости. Можете поблагодарить на санскрите. То есть немножко еще внедряем, да, такую разговорную речь на санскрите. Вашу готовность, благодарности. Вот такие моменты. У нас есть много записей с ушей. Они доступны. В частности, это записи с древнеиндийскими афоризмами. Но у нас есть несколько сотен, а на самом деле несколько тысяч. Но сразу мы вам всех их не дадим, вы утонете. В общем, имейте в виду, что помимо того, что мы проходим, есть еще параллельный мир аудио и видео, и там 1500 произведений записано голосом уши. Всю жизнь слушать и не переслушать. Поэтому, если вам нравится, как поет Уша, мне нравится, как поет Уша, я 10 лет в Индии искал этот голос, вот, то добро пожаловать, пора начинать заниматься санскритской рецитацией. Потому что рецитация помогает нам осмыслить то, что мы читаем. То есть это не только эстетическая польза, но и помогает понять, что мы читаем. Вот это удивительно. Это то, что я изначально не ожидал. Вот. Но получил от чхандаса. Хорошо. Тогда на сегодня достаточно. На сегодня достаточно. Didi, can we ask you for the Varnamala? Смотрим, не убежал ли наш наставник окончательно. Если убежал, то... Нет, она здесь просто выключена, все. Didi, then that's it. Then, yes. Varnamala? Yes. Итак, все повторяют про себя алфавит. A, A, I, U, U, I, O, Ta, Ga, Ga, Ma, Cha, Cha, Ja, Ja, Nya, Ta, Tha, Da, Dha, Na, Ta, Tha, Da, Dha, Na, Pa, Pa, Ba, Ba, Ma, Yara, Lava, Shaka, Saha. A, A, I, U, Lu, I, O, Ha. Ta, Tha, Ga, Ga, Ma, Cha, Cha, Ja, Ja, Nya, Ta, Tha, Da, Dha, Na, Ta, Tha, Da, Dha, Na, Pa, Pa, Ba, Ba, Ma, Yara, Lava, Shaka, Saha. Спасибо. До встречи через неделю.